Доброе утро, 18 июня. Я топаю на курсы в предвкушении новых удивительных чудес. Я вчера не сказал, и сам, честно говоря, забыл о том, что сегодня будет не мужчина-куратор, а это самая русскоязычная женщина. Поэтому все довольно интереснее получается даже. То есть, напоминаю, вчера этот мой куратор-мужчина, наш куратор, наверное, так правильно их называть, отправил в джоб-центр письмо о том, чтобы меня направили на курсы. Вроде так. На курсы B2 имеется в виду. Вот. И сказал мне ждать ответа. И в результате этого ответа либо мы будем искать мне практику, либо что-то там, решится с этими курсами. Сегодня будет его коллега, и посмотрим, что скажет мне она. Я так вангую, что ничего, то есть я сегодня буду сидеть и, как говорится, ждать ответа от джоб-центра. Вот. У меня есть приложение от агентуры Fairbyte, то есть там, где мы переписываемся с моим куратором джоб-центровским, оператором вернее. Вот, там приходят термины на встречу. И вакансии, все такое. То есть, если какой-то мне ответ последует от оператора джоб-центра, я так понимаю, должен его увидеть в этом самом приложении. А там посмотрим. Возвращаюсь с курсов. Сегодня вообще был бешеный тупняк. То есть, получается, мы целый день сидели и занимались всякой фигней. Никто за нами не смотрел, никто нами не занимался. Русскоязычного куратора не было. Была девушка Ванесса. Она там периодически подходила к кому-то. Но в целом мы были предоставлены сами себе. Поэтому народ расслаблялся. Сказали, завтра у нас будет какой-то фрюштюк-так или что-то такое. То есть мы будем завтра всем коллективом готовить. Утречком приходим, пишем список по продуктам, идем закупаемся и там жарим каких-то курочек или что-то такое. В общем, довольно интересно. Но завтра должен быть на смене Тадеуш, поэтому не знаю, как там у нас, не поменяются ли планы. Может быть, Ванесса тоже будет, и они тогда вдвоем как-то. В общем, этот Ян, который уже давно здесь, он говорит, мы такого еще не делали. То есть там какие-то бутерброды, это все вроде как готовили, а так, говорит, я не припомню, чтобы серьезные были блюда. В общем, такие новости. Я на послеобеденной прогулке. Сегодня гуляю не один, опять с ребенком своим. Ходили в соседний городишко, или вернее район чуть отдаленный нашего города. Такая деревенька, там магазин, которого нет у нас, и она там любит покупать какие-то чипсы, вкусняшки, которые есть только там. Вот, она затарилась чипсиками, какими-то там еще вкусняшками. Злоупотреблять любит она этим барахлом. Но сейчас такая она решила чуть на диету сесть. Наверное, к пляжному сезону нашему подготовиться. Поэтому начала себя ограничивать. Покупает чуть поменьше. Молодец, старается. И просит еду какую-то более здоровую ей готовить. В общем, умница в этом плане. А так вообще идем с ней, уже мечтаем побыстрее бы. Уже наши самолетики, лететь на море. Вон она сидит там, отдыхает. Тоже пошла в шлепках, каких-то мозолей натерла себе. Вот. Осталось нам чуть-чуть подождать. Это сегодня 18, а у нас вылет 8. 20 дней. Я сегодня на курсах продолжал заниматься тоже вопросом билетов, переезда, этого всего. Ставил приложухи уже, которых у меня раньше не было, на поезда итальянские. Трен-Италия или как-то так. Тренорд. В общем, надо будет 2 разных приложения для этой поездки. Вот. В общем-то, и приценился, сколько будет стоить нам добраться из Бергамо в Савону и назад. И, в общем-то, наверное, уже сегодня-завтра куплю эти билеты, пусть будут готовые.
Вот, и немного стало яснее, как у нас там будет день возврата, когда будем в аэропорт уже двигаться. Я хотел бы еще залететь на несколько часов хотя бы в Милан. Посмотрел, как раз получается неплохо. В Милане там центральный вокзал Милано Централи или как-то так. Он находится в 2 километрах от площади, где Миланский собор. Там же рядом галерея Виктора Эммануила с бутиками. Я думаю, сводить ее туда, показать гламур весь модный. Вот, так что идти это нам минут 40 туда, когда приедем на вокзал. Ну и назад, соответственно, с этого вокзала мы будем Бергамо уезжать. Ну, пока как бы план такой. Вот, сейчас я ее домой отведу и, наверное, пойду еще часик пройдусь, погуляю. Почему-то погода меняется. Ну, мы давно уже домой вернулись с малой. Я больше гулять не пошел. Мы пока дошли, уже как бы и времени не было. Там останавливались, отдыхали, болели ножки у нее. В общем, тяжело ей ходить по многу. 8 километров, по-моему, мы прошли. Ну, плюс она натерла ноги просто еще. Вот, и уже, короче, времени не было никуда ходить. Поэтому я дома. Хочу рассказать интересную историю. Я забыл вот пару дней назад, когда она произошла, типа записать ее. Ну, сейчас освежил память, и надо зафиксировать этот момент ностальгический. В общем, когда я писал резюме свое, мне чат GPT перевел название моей школы. И я запустил сразу в Google поиск его, для того, чтобы убедиться, ну, так, не так, оно, короче, переводится. И думаю, может, ну, найду какие-то эти подтверждения его словам. И, получается, выкидывают мне статью, какой-то сайт ukrinform.d. Я так понимаю, это немецкоязычная какая-то версия Укринформа. И там статья 23 года о моей школе. Что школа эта первая получила финансирование в 23 году, там в каком-то месяце. Я так понимаю, от иностранных каких-то спонсоров или там благодетелей, в общем, на восстановление. Сейчас она называется лицей. Вот. И так как она одна из 4 школ, которые менее всего пострадали от боевых действий там в Изюме, то ее как бы будут восстанавливать первую. Из там, наверное, десятка школ, я не помню, последний так по номеру, что я помню, это 12-й был, самый большой. Вот, а там каких-то не было изначально, то есть, по-моему, школ там штук 10 было, когда я учился. Вот, ну и только 4 из них подлежат восстановлению, как оказалось. И что? Получается, в этой статье все это расписано, и куча фотографий. И даже на этих фото есть тот класс, в который я ходил. Ну, первый класс самый, я ходил не в детский сад, а ходил сразу в школу. И вот прям наш кабинет там. Ну, в общем, у меня ностальгия такое. Я увидел эти фотографии и вспомнил все сразу. Школьную жизнь. Ну, не так, что прям досконально, но тем не менее, там актовый зал наш, который, он же был столовой, вот, буфет там где-то вдалеке видно, там плац, на котором у нас линейки проходили, и баскетбол, на котором мы играли. Ну, в общем, да, ничего не изменилось, судя по этим фотографиям, оно все в таком же состоянии, как и тогда, когда я там учился. Это довольно интересно. Разрушений там особо я не видел. Видно, что-то отопление, ну, как бы вырезано, там старые батареи меняют они. Вот из такого, что видно, где или прилет был, или что-то такое, это полностью сгоревшая там кухня. Ну и то даже не полностью, а такой там черный потолок, короче, какой-то там видно был пожар. А именно, где готовили детям еду, это помещение. Остальное вроде так более-менее все целое. Ну, по крайней мере, на этих фото все так выглядит. Ну, оно, я так понимаю, неудивительно, что этот лицей сейчас или тогда моя школа не пострадали, потому что район частного сектора, и
довольно далеко, это в Изюме район, называется Верхний Поселок. Вот. И ну, я так понял, что там особых боевых действий не было, наверное, просто какие-то точечные прилеты туда были. Скорее всего так. Ну, вот я оттуда же давно уехал, поэтому не сильно там на связи был с кем-то, хоть и друзья у меня там остались, но в тот момент, как бы, когда там начались боевые действия, то как бы так эпизодически переписывались, там перезванивались, но все было нормально, и сильно я не могу сказать, что там как. Я имею в виду нормально в том плане, что живы они, слава богу, все окей. Вот. Вот такая вот ностальгия. Ну а так-то сегодня денек такой. Ничего особо не происходило, вот кроме того, что с ребенком мы ходили. Вообще классно мы с ней время провели, поболтали о многом. Вообще она такая девчонка интересная. Я с детьми очень мало общаюсь толком. Ну, со старшей как-то больше, но мы в основном с ней ссоримся. Вот. А с мелкой она такая более закрытая, сейчас 13 лет. В общем, сложный возраст и куча, понятно, у нее своих подростковых проблем. И к ней так особо не подкатишь, чтобы это все расспросить. Я стараюсь там где-то как-то, но, в общем, получается плохо. Она обычно там не любит куда-то ходить, что-то тусоваться там со мной, там с подружкой, да, там пойдет, погуляет, может, иногда тоже очень редко. А так в основном по-домашнему, короче, пялится в телефон, что-то там смотрит, читает, в общем, такое, тиктоки смотрит. В общем, не выгонишь на улицу. Вот, а это она что-то, во-первых, и поехать со мной захотела, и как бы сейчас там ходит гулять иногда. В общем, делает шаги навстречу, я с благодарностью и радостью их принимаю, скажем так. Вот, надеюсь, эта поездка позволит нам, как говорится, лучше друг друга узнать. Как я и говорил, ждем ее с нетерпением. Уже бы завтра, честно говоря, поехал. Ну, надеюсь, что все получится хорошо. Она сегодня, говорит, типа, с сестрой разговаривала. Она говорит, блин, как ты с батей поедешь? Ты шо, ты с ним будешь там ругаться постоянно, ты не вывезешь его, мол. А это говорит, я что-то думаю, что мы с тобой, типа, нормально поладим, вроде у нас получается. Все, говорит, ну, конечно, что там я буду ругаться, это Алинка, она такая, блин, шебутная и как бы упрямая, и, в общем, с ней, да, мы там ругались, когда в Украине вдвоем жили, когда она ко мне приехала из Германии, в общем, такое. Да и сейчас тоже ругаемся постоянно, вот, а с малой вроде более-менее. Такие новости. Ладно, до завтра.